Battle Yugus AM6 Plus против NVIDIA Shield TV Pro 2019 года на канале Технозон. Поехали! Очень давно это должно было произойти. После того, как вышел NVIDIA Shield TV Pro 2019 года, я думал, догнать его не удастся никому долгое-долгое время. Но потом Yugus сделал шаг конем и выпустил Yugus AM6 Plus на процессоре iMlogic S922XJ с поддержкой Dolby Vision. Да, именно этот процессор имеет поддержку Dolby Vision. В этом видео мы с вами сравним быстродействие и обсудим основные отличия, моменты, сделаем выводы. Что же купить? NVIDIA Shield TV Pro 2019 или Yugus AM6 Plus? Так вот, для начала мы с вами проговорим о мультимедийных возможностях. Два Smart TV бокса имеют разительную разницу в своей архитектуре. Дело в том, что это NVIDIA Tegra X1 Plus, это X1 по-хорошему, но с поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos декодером. В нем есть Dolby Digital, в режиме Pass-Through работает практически абсолютно все, и DTS-X, и DTS HD Hi-Res. Вот с этим там проблем нет. Что имеет в этом плане Yugus AM6 Plus? В этом плане он имеет в режиме Pass-Through и Dolby Atmos, и Dolby True HD, и DTS HD, и DTS-X. Также он имеет тот же самый Dolby Vision. Ну а теперь давайте разбираться, что же за Dolby Vision он имеет. Здесь Dolby Vision поддерживается в официальных стриминговых сервисах, и можно смотреть фильмы с Dolby Vision через Plex Media Server, который, кстати, здесь есть. В Yugus AM6 Plus вы можете смотреть Dolby Vision фильмы, скачанные с торрентов, а также вы можете смотреть Dolby Vision с торрентов онлайн. И это разительная разница. Вообще, по некоторым слухам, NVIDIA Shield 2019 года Pro-версия должна тоже получить такую возможность. Поэтому мы не сильно-то бравируем вот этим вот моментом проигрывания торрентов онлайн с Dolby Vision. Но сам факт того, что в режиме Pass-Through здесь есть и Dolby Atmos, и все остальные плюшки, которые присущи NVIDIA Shield TV Pro 2019 года, это факт. Вот чего не имеет Yugus, это возможности проигрывать Netflix, потому что здесь нет лицензии, вернее, Netflix поставить можно либо Clear Netflix, либо черный Netflix, но качество там будет просто запредельно ужасное, и ни о каком Dolby Vision, к тому же о каком-нибудь звуке типа Dolby Atmos или Dolby Digital говорить не приходится. Также здесь не будет полной поддержки стриминговых сервисов типа Ivi, Megogo, и всех фильмов вы там не увидите, абсолютно всех. Я имею в виду какие-нибудь новинки Marvel, которые ограничены, и для того, чтобы они отображались, нужна лицензия, вернее сертификация Android TV от Google, которая есть у NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Но, конечно же, есть один момент, вам стоит понимать, что это все-таки Китай, и это Yugus, хотя это очень качественный Китай, один из лучших Китаев, которые я видел. Вот NVIDIA Shield TV это бренд. Это бренд, это конкретный бренд, и ни хрена себе NVIDIA. И не стоит забывать, что у NVIDIA прекрасно все, даже пульт. Вот в этом они действительно крутые. Дело в том, что он позволяет управлять, сама по себе NVIDIA Shield TV Pro позволяет управлять не только вашим Smart TV боксом, а позволяет управлять еще телевизором, позволяет через ИК, позволяет управлять ресивером, чего здесь тоже добиться нельзя. Насчет расширенного ЦИК в этом NVIDIA Shield TV Pro 2019, то скажу вам сразу, что в этом боксе ЦИК, наверное, еще и покруче будет. Насчет того, что все считают, что NVIDIA Shield TV 2019 года Pro версия это сугубо игровой ТВ-бокс, то я вас расстрою. Мы буквально вчера перед съемкой, это был как, знаете, гром среди ясного неба, мы получили вот такое вот интересное письмо от GeForce Now. И здесь оно датировано вчера. То есть я могу вам даже сделать скриншот. Я обязательно этот скриншот приложу, этого письма. И здесь написано, что всем фанатам GeForce Now, я специально вот скриншочу, мы рады сообщить, что GeForce Now доступен в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Молдове, России, Узбекистане, Украине через партнерский портал gfn.ru. А это значит, что бесплатная поддержка бета-теста для NVIDIA Shield в перечисленных странах закончена. Если у вас есть старый аккаунт бета-теста, то да, вы, как и я, сможете играть. Если нет, то при покупке нового NVIDIA Shield TV Pro 2019 года вы должны будете покупать подписку. Вот я делаю последний скриншот. Вы должны будете покупать подписку через gfn.ru.
И такая вот судьба, ребят, и это действительно прискорбно. Здесь написано, что подписку оформить можно на сайте партнера. Они специально обращают внимание, что этот сервис предоставляет услуги их партнер, а не сама Nvidia. Поэтому, блин, ребят, для того, чтобы поиграть в Nvidia GeForce Now игры, вам придется использовать в любом случае подписку, что на этом устройстве, что на этом. Но я хотел бы попросить своих подписчиков, которые только сейчас получают Nvidia Shield TV Pro 2019 года, подтвердить эту информацию. У меня, к сожалению, невозможно такую информацию подтвердить, потому что мои шилды активированы в бета-тесте, и поэтому я не могу завести новый аккаунт Nvidia Shield, вот этот вот Nvidia GeForce Now. Поэтому пишите в комментариях, обязательно люди должны знать, правда это или нет. Поэтому мы не беремся утверждать, но мы опираемся на то письмо, которое мы получили и скриншот которого вы сейчас видите на экране. Что дальше касается игровых возможностей. Так вот, та видеокарта, которая здесь есть, Nvidia, которая поставила на 256 ядер, CUDA ядер, и она мега-супер какая-то быстрая. Ребят, ну это ни о чем, и я вам объясню почему. Она была предназначена еще в 2015 году, версии 2015 года, для эксклюзивов, которые были в Play Market, такие как Doom 3 BFG, Half-Life 2, которые вы должны были покупать для того, чтобы поиграть на Nvidia Shield. Там было еще, по-моему, Borderlands, еще что-то, я не помню, честно вам скажу. Вот именно там эта видеокарта использовалась. Ну, графическое ядро, так сказать, я немножечко неправильно называю, но это не столь суть важно. Вот здесь стоит Mali G52. Так вот, в современных играх, в Android играх я имею в виду, и в GeForce Now эти боксы работают абсолютно одинаково, несмотря на то, что будет показывать результаты тестов 3D Mark. Ни одна из игр не смогла у нас загнать Yugus AM6 Plus в овер какой-то хейтинг, то есть в перегрев, и мы не увидели тормозов. Но есть еще один момент. Дело в том, что в игры сторонние, не оптимизированные для Android TV, легче играть, конечно же, на Yugus AM6 Plus. То есть вы можете их просто устанавливать из Play Market. Кстати, ссылку, наверное, я покладу в описании под видео на активацию Gamepad Panda Pro и как играть в PUBG Mobile, как играть в корабли World of Warships на Югусах. Мы уже показывали это и играли. К тому же здесь можно еще играть в HDR, в тот же самый PUBG Mobile, чего нельзя будет сделать на Nvidia Shield TV Pro 2019 года. Но тоже справедливости ради скажу, что в Nvidia Shield TV 2019 года в GeForce Now Games есть бесплатные эксклюзивы на том же стриминговом сервисе GeForce Now. Такие как Tomb Raider, BioShock, при этом первый BioShock, еще парочку каких-то Lego, но это не самые лучшие эксклюзивы, поэтому опять же преимущество сомнительно. То, что он сам по себе GeForce Now расширенный, там больше менюшек и возможность стримить с компьютера, но это тоже себе такое сомнительное действие. По каким дисциплинам мы пройдемся? Мы пройдемся по быстродействию процессора в одноядерном тесте, в многоядерном с помощью Geekbench 4. Мы протестируем 3D Mark, мы протестируем CPDT на скорость памяти. Кстати, там нас ждет сюрприз, поэтому смотрим до конца. Мы протестируем его еще по спид-тесту, и там тоже нас достаточно интересно удивили обе приставки на одном и том же роутере, в одном и той же сети, и потом уже сделаем с вами выводы. Но вы должны понимать, что это две разных приставки. Здесь нет Netflix, здесь есть Netflix. Здесь есть Dolby Vision, здесь есть Dolby Vision. Здесь есть Dolby Atmos в режиме pass-through, здесь есть Dolby Atmos Recorder. Это значит, что, например, ОККО, кинотеатр, который так все любят, будет работать именно здесь. А здесь он работать с Dolby Atmos не будет. Но если вы хотите посмотреть торрент с Dolby Atmos, скачанный онлайн или какой-нибудь фильмец, то вы это сможете сделать на этой приставке. Короче, будем с вами сейчас разбираться. Оригинальные обзоры на полные обзоры этих двух смарт-ТВ боксов лежат в описании под видео, как и ссылки на сами приставки. Что выбрать, мы решим с вами в конце, и для кого что будет лучше. Советую смотреть до конца. Именно в этих обзорах вы увидите, как работают и Dolby Vision, и Dolby Atmos, так же как и подтверждение того, что это есть именно в этом смарт-ТВ боксе, тоже есть в оригинальном обзоре. Ну и также более расширенные обзоры этих самых смарт-ТВ боксов. А также под видео есть кнопка подписаться, колокольчик, нажав на который вы не пропустите дальнейшие наши мега самые крутые розыгрыши, интереснейшие обзоры смарт-ТВ боксов, гаджетов, дронов. Вообще очень много у нас
миллиона всего есть интересного на канале, да и будет, и постоянно выходит, поэтому подписываемся, ну и принимаем участие в розыгрышах. Ссылка лежит в описании под видео на условия очередного розыгрыша. Сейчас и говорю, хавабанга, ребята, это же батл таких крутых смарт-ТВ боксов на канале Технозон. Поехали! Ну, почему же все-таки с чистым андроидом я буду сравнивать NVIDIA Shield TV и 2019 года Pro версию и Yugus AM6 Plus? Да потому что, если поставить сюда Android TV прошивку, то вообще разница какая-то сотрется. Нам важно, чтобы люди понимали, что им лучше выбрать. Либо Shield TV Pro, либо Yugus AM6 Plus. Так вот, поехали для начала. Ну, во-первых, у нас здесь чистый Android. Для всех это всем понятный интерфейс, который, в принципе, присущ и планшетам, и смартфонам. И тут как бы никто вопросов никаких задавать не будет. Вы видите сейчас разницу этих двух интерфейсов, но чем интересен, допустим, чистый Android, тем, что сюда можно, если вас не интересуют вообще плитки Android TV, то вы сюда можете поставить все, что угодно. Вы можете поставить любой лончер, в частности, у меня стоят лончеры и Yugus лончер здесь есть, кстати, фирменный. Он, конечно, не такой красивый, как Android TV, вот, пожалуйста, такой с боковой прокруткой, с приложениями в виде плиток, вот они, и их, в принципе, можно настраивать. Это такой простенький себе лончер. Yugus выпустил для этой приставки. Можно поставить что-то типа LiveOS, обзор у нас есть на канале, пожалуйста. И выглядит это все абсолютно замечательно по типу, как Android TV. Еще и меняются различные у нас задние фоны в зависимости от того, что там происходит. Плюс есть еще прогноз погоды, мы его просто не настроили. Что еще есть в отличие от NVIDIA Shield TV? Это у нас и шторка, и панель навигации, хотя вот в принципе здесь удаление этих программ удобно, и переключение между ними в Shield вы сейчас видите, как это реализовано. Реализовано это примерно так же, только в ряд и оптимизировано под простой пульт. Здесь немножечко не так. Ну и не будем долго затягивать, сразу перейдем к тестам производительности, а уже потом мы разберем еще какие у нас прелести есть и какая из приставок в каком варианте лучше. Поехали. Geekbench 4. И мы видим с вами достаточно интересные результаты. В одноядерном тесте Yugus AM6 Plus на процессоре iMlogic S922X-J делает, скажем так, NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Как мы видим, на NVIDIA Shield TV Pro 1472 балла, здесь у нас 1522 балла. Хотя это, в принципе, это очень-очень близко. Так же, как и в многоядерном тесте 4184 у Yugus AM6 Plus и 4254 у NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Почему именно Geekbench? Потому что понятное дело, что в графическом тесте NVIDIA Shield порвет Yugus AM6 Plus. Вопрос в другом, для чего там нужна такая графика, это мы разберем немножко позже. Поехали к следующему тесту. Спид-тест на 2,4 ГГц. Wi-Fi. Честно вам скажу, Yugus AM6 Plus делает, опять же, NVIDIA Shield TV и показывает результат немногим выше. Это 78,8 на загрузку против 67,6 на загрузку у NVIDIA Shield TV Pro и 82 мегабита на выгрузку против 77 мегабитов на выгрузку в NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Чтобы вы понимали, проводятся эти тесты одновременно, вот с разницей в 1 минуту, на одном и том же роутере, в одной и той же сети, на выделенной 1000 мегабитной линии. Поэтому здесь вот вообще погрешность минимальная в плане того, что мы показываем именно реальные результаты этих самых тестов. Протестируем также 5 ГГц. Я вам скажу так, на загрузку 5 ГГц Yugus AM6 Plus показал 309 мегабит, на выгрузку 402 против NVIDIA Shield TV Pro 340 на 306. Я так понимаю, что у Yugus AM6 Plus тоже такой задел, ни хрена себе. Давайте еще раз проверим Yugus AM6 Plus, честно говоря. Я не пытаюсь здесь сказать, какой Yugus классный или какой NVIDIA Shield хреновый. Но вот второй результат теста нам показывает результат повыше, и он более сравним с тем же NVIDIA Shield TV Pro 2019 года, 333 на 343. Поэтому можно сделать вывод, что у обоих Smart TV боксов 5 ГГц просто шикарны. Ну и, конечно же, LAN RJ45 мы обязательно с вами должны протестировать. Стартуем.
Вы знаете, тоже разительно похожие результаты. 798, да, немножечко больше, чем у NVIDIA Shield TV Pro. У него 748 на загрузку и 891, а в NVIDIA Shield TV Pro 925. Это все, в принципе, в плане погрешности вписывается в эту самую погрешность. Почему? Потому что, бывает там загрузка больше линии, загрузка меньше. Но у обоих ТВ-боксов реально охренительные сетевые модули. И это факты, мы ничего здесь сказать не можем. Они практически одинаковые, в 2.4 Yugus AM6 Plus работает немного лучше. А вот когда мы доходим до вопроса 3D Mark, то, конечно же, NVIDIA Shield TV делает в 3D Mark любой ТВ-бокс, который мы знаем. То есть в Ice Storm Extreme у нас максимум, так же как и в NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Ice Storm Unlimited 23540, в NVIDIA Shield 40886. По слингшотам здесь вообще даже сравнивать нечего. Цифры вы видите на экране. И плюс Vulkan полноценно не поддерживается в Yugus AM6 Plus. Здесь стоит ускоритель Mali G52. Вопрос даже не в том, насколько NVIDIA Shield TV Pro 2019 производительный в графической системе. Вы знаете, для чего там сделали в свое время вот этот вот очень мега крутую видеокарту, 256 ядер графических, там CUDA. И на самом деле это все было до развития тотального GeForce Now. Раньше на NVIDIA Shield существовало достаточно много эксклюзивов, типа Doom 3 BFG, который сейчас не работает. Та же самая Lara Croft шла в виде приложения для Android, плюс там Borderlands был, и можно было играть, именно используя эту видеокарту. На текущий момент эта видеокарта в NVIDIA Shield TV Pro не используется для игр. Все работает в NVIDIA Games, в GeForce Now играх, и там уже основное преимущество Shield, которое мы дальше немножечко увидим. Также одна из дисциплин, которую мы должны с вами проверить, это скорости работы внутреннего хранилища Yugus и того же самого NVIDIA Shield TV. И вот мы видим результаты. А здесь совсем все интересно. Последовательная запись. Yugus делает по записи последовательной во внутреннее хранилище NVIDIA Shield TV Pro 50 мегабайт в секунду против 20,5 мегабайт в секунду. А вот в последовательном чтении Yugus медленнее и показывает 135 мегабайт в секунду против 274 мегабайта в секунду на NVIDIA Shield TV Pro. Но что самое интересное, что даже 134,91, который показывает Yugus, это выше, чем все то, что я видел на рынке Smart TV боксов из Китая. Произвольная запись, конечно же, Yugus здесь проигрывает 4 против 10, а вот произвольное чтение опять же выигрывает. Это все, что касаемо внутреннего хранилища. И плюс у нас копирование памяти в Yugus конкретно лучше. То есть память здесь стоит быстрее. Ребят, память в Yugus, вдумайтесь, в китайском Yugus AM6 Plus память быстрее, чем в NVIDIA Shield TV 2019 Pro. И это факт. Поэтому тут как бы мы получаем с вами картинку, что при использовании процессоров примерно одинаковой мощности и при использовании, допустим, памяти более быстрой, мы можем получить быстродействие во многих приложениях намного выше, чем в том же самом NVIDIA Shield TV Pro. Но при этом мы понимаем, что в NVIDIA Shield TV Pro есть сертификация. Вот вы видите картинку, есть Netflix и, казалось бы, там, допустим, есть еще у них Chromecast. Но дело в том, что Yugus тоже об этом позаботился. Есть Miracast, который позволяет зеркалить, и он рабочий, все это есть в обзоре. Но есть еще и AirScreen, который позволяет работать с тем же самым Chromecast. Где мой смартфон? Мы сейчас проверим абсолютно Chromecast. Мне прям аж интересно стало. Захожу в YouTube свой на смартфоне. Выбираю, у меня есть Yugus AM6 Cast. Вот так вот. И мы видим, что у нас экран поменялся, запускается YouTube. Здесь это тоже работает. То есть мы, получается, давайте включим любой мой видос. Где мои видосы? Так, обзоры ТВ-приставок и тут какой-нибудь говнобоксик. Нажимаем воспроизвести. Все это начинает воспроизводиться абсолютно точно так же, как и на NVIDIA Shield TV Pro.
Вот это вот та разница, о которой я говорю, она очень сильно стерта. К тому же Miracast в том же NVIDIA Shield TV Pro 2019 года не поддерживается. Его либо нужно тулить какими-то отдельными методами, но зеркалировать экран, допустим, использовать его как промежуточный мост для подключения того же ноутбука, вам не получится. То есть вы должны будете транслировать из Chrome в своем ноутбуке на NVIDIA Shield TV Pro. Здесь в этом плане Yugus AM6 Plus более универсален. Что еще мы можем с вами обсудить? Многие скажут, что в NVIDIA Shield есть Android TV Remote, и будут правы. Но дело в том, что вы немножечко недооцениваете Yugus. Дело в том, что Android TV Remote есть и в Yugus AM6. Мы видим, что в Android TV Remote появился Yugus AM6, нажимаем, подтверждаем 8076, нажимаем подключить. И что мы имеем? Мы имеем с вами, вот, пожалуйста, SwipePad у меня работает, и мы имеем управление тем же самым Android TV Remote. То есть фактически вам к Yugus даже не нужно покупать дополнительный пульт, с помощью смартфона управлять. Давайте голос проверим. Вот, кстати, что самое интересное, голосовой поиск тоже работает в этом самом Yugus. И у нас есть даже два варианта поиска. Вот давайте попробуем с вами голосовой поиск, попробуем и там, чтобы вы убедились, что это примерно одинаковый. Gemini. И он ищет точно так же, как и NVIDIA Shield TV, все точно так же в Yugus AM6 Plus. Это удобно. Кстати, единственное, конечно, мне не хватает нам в NVIDIA Shield TV тот же самый вот кинотренд. Давайте запустим торрент, мы запустим его и там, и там. И мы видим, что у нас воспроизводится он одинаково большой торрент на двух камерах без каких-либо проблем. Я долго не буду транслировать, дабы правообладатели не злились. Выходим. Antutu сравнивать здесь нет смысла. Но знаете, что необходимо вам сказать, что есть в Yugus AM6 Plus и чего нет в NVIDIA Shield TV Pro. Я вам объясню. Например, HDR YouTube в Smart YouTube TV. Да. Smart YouTube TV, допустим, на Yugus AM6 Plus будет показывать вам YouTube ролики в HDR 4К. Вот мы сейчас выберем 4К видео, ту же самую Косту-Рику, и выберем качество HDR, оно у нас будет воспроизводиться с HDR. А на том же самом NVIDIA Shield TV такого, к сожалению, невозможно. Вот, выбираем качество, нажимаем видео и выбираем VP9 HDR 3840 на 2160. И у нас все это пошло воспроизводиться в HDR. Ребят, то есть в этом плане, конечно же, Yugus реально круче. Вот круче, если вы хотите смотреть YouTube HDR на вашем Smart TV боксе. Поэтому мы здесь выйдем, конечно же, не будем травмировать психику NVIDIA Shield любителей, но это правда. А вот чего не отнять у NVIDIA Shield, так это игровые возможности в плане того же самого гейминг на NVIDIA Shield TV. Но дело в том, что с некоторых пор и NVIDIA Shield TV потерял и в этом свое преимущество. А почему он потерял? Потому что с некоторого времени GeForce Now работает теперь на любом Smart TV боксе. И разница получается, я вам уже говорил, всего лишь в парочке эксклюзивов, которые предоставляются бесплатно на этом самом NVIDIA Shield TV. При этом это не самые лучшие эксклюзивы и не самые дорогие. В принципе, на любом ТВ-боксе вы можете их купить, если вы уж такой заядлый игроман. Сыграем в Tomb Raider на двух Smart TV боксах. У меня на одном более продвинутый, скажем так, аккаунт в том плане, что больше у нас там пройдено, а на другом меньше. Ну и мы видим, что мы играем точно так же, как и на NVIDIA Shield TV. В ту же самую Лару Крофт, в Tomb Raider, и с такой же графикой, и с такой же производительностью, при том, что производительность здесь ложится больше на процессор, и видеокарта здесь отыгрывает не самую важную роль, как все думали раньше. Вернее, то, для чего была создана видеокарта в NVIDIA Shield TV Pro, это, конечно, было прорыв, это было круто, это был самый крутой ТВ-бокс, но мы понимаем, что там это использовалось именно для эксклюзивов, как я уже и говорил вам, поэтому с этим у нас проблем на Yugus нет. То есть получается, что грань очень и очень у нас стирается. К тому же давайте рассматривать, что же у нас может делать Yugus AM6
плюс и не может делать, ну вернее не совсем так хорошо заточен NVIDIA Shield TV. А это вот у нас было видео на канале о том, что можно использовать Smart TV Box как компьютер. Да, вы можете, например, здесь поработать в офисе. Давайте запустим WPS Office, откроем какой-нибудь с вами таблицу. И это то, что в NVIDIA Shield TV Pro будет реализовать в крайне неудобно. То есть здесь мы видим, мы можем работать с Excel файлами, мы можем редактировать таблицы, подключив клавиатуру, обыкновенную мышь. У нас здесь 4 порта USB, один из них 3.0, плюс у нас здесь можно засунуть TF-карту, у нас есть AUX-IN. Короче, ребят, если вы хотите смотреть ТВ, то это, конечно же, NVIDIA Shield TV Pro. Если вы хотите более универсальное устройство, то я вам скажу, NVIDIA Yugus становится здесь очень даже интересным вариантом. Также, конечно, кастомизация вот этого интерфейса — это нечто. Я готов был бы прорезюмировать, но я хочу вам отметить, что здесь еще и разные маркеты. Здесь полный маркет, а в NVIDIA Shield TV Pro у нас урезанный маркет. Но дело в том, что NVIDIA Shield TV Pro при этом остается конкретно крутым устройством. Здесь также легче реализовать, допустим, игру в неподдерживаемые игры, например, World of Warships, через ту же самую геймпад Panda Pro. Вот у нас загружается World of Warships, все это есть в том же обыкновенном нашем маркете, и нам не нужно будет его искать, где-то скачивать через флешку. То, что необходимо будет делать в вашем любимом NVIDIA Shield TV Pro. К тому же здесь можно устанавливать различные лончеры, как мы уже это показывали. Вот, кстати, есть геймпад Panda Pro, и мы можем его использовать для того, чтобы играть в абсолютно любые игры с использованием любого геймпада, который у вас есть. Ну, в частности, мы здесь используем IPEGA 9099. Что ж, перейдем, прорезюмируем данный батл. Достаточно интересный он. Ох и тяжелые выводы нам предстоят. Они действительно очень тяжелые. Почему? Потому что решить действительно трудно. Если вы фанат Android TV платформы, то, конечно же, NVIDIA Shield TV Pro 2019 это ваш выбор. И он нереально крут. В нем круто все, абсолютно все. Если вы любите больше, заезжаете по пиратскому контенту, по торрентам, по закачанным фильмам, то, конечно же, решение с Yugus — это именно ваше решение. К тому же мы не проговорили в видео, но вы должны понимать, что здесь есть встроенный и CIFS клиент, и Samba клиент, и NFS клиент. И это действительно очень сильно догоняет его по своим возможностям к NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Поиграть вы одинаково сможете и на этом боксе, и на этом боксе. Геймпады подходят абсолютно одинаково. Если вы накатите Android TV прошивку на Yugus AM6 Plus, то я вам честно скажу, с первого раза и отличить-то будет трудно, что где, и особенно по работе. Обе приставки проигрывают крутые торренты. У двух приставок супер крутые сетевые модули. Насчет памяти здесь, кстати, память поинтереснее, да и процессор, я так понимаю, что побыстрее. Если когда-нибудь iMlogic решит все-таки выпустить 64-битные библиотеки для разработки, для своих процессоров, и перейдет вот эта приставка на 64-битную архитектуру, то поверьте, по скорости он просто-напросто отдрюкает NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Ну а пока что я могу сказать, что они по производительности, ну, если не абсолютно, то примерно одинаковые. В чем-то одна выигрывает, в чем-то другая. Ну и наше резюме таково, что эта приставка, имея Netflix, имея сертификацию и имея дополнительные плюшки в виде работы многих онлайн-кинотеатров с 5.1 звуком, с HDR и с Dolby Vision, то это, конечно, приставка выбора. То есть это приставка, этот Smart TV Box именно для этих людей, которые предпочитают смотреть стриминговые сервисы и фильмы именно с этих стриминговых сервисов и оплачивать просмотры этих фильмов. Также здесь есть большое преимущество, это его пульт и возможность управления ИК-портом, то есть ИК-портами разных устройств, в том числе ресиверов, телевизоров. Это то, что мы тоже не проговаривали в видео. Ну а если вы хотите использовать ваш Smart TV Box в более расширенной версии, хотите шторку, хотите панель навигации, хотите Dolby Vision Atmos в режиме pass-through для ваших торрентов, а также вам абсолютно плевать на стриминговые сервисы, то я однозначно буду рекомендовать Yugus AM6 Plus, и это факт. Если у вас есть другое мнение, пишем в описании под видео. Все оскорбительные комменты будут удаляться, потому что мы соблюдаем правила сообщества YouTube. Что ж, вы, наверное, для себя поняли, что каждый из них представляет, но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.